Русская семейная пара Стас и Виктория давно мечтали о поездке в Африку. Эта мечта у них возникла еще в молодости, когда они смотрели документальные фильмы о дикой природе, о культуре и традициях африканских народов. Они представляли себе, как будут гулять по саванне, встречать диких животных и наслаждаться яркими красками местной жизни. Наконец, после многих лет работы, они решили, что пришло время осуществить свою мечту. Собрав чемоданы, они отправились в незабываемое путешествие. Африка встретила их теплом и радушием. Они провели неделю, исследуя живописные пейзажи, знакомясь с местной культурой и пробуя экзотическую кухню. Каждый день приносил новые впечатления от захватывающих сафари до дружеских встреч с местными жителями. Стас и Виктория были счастливы, наслаждаясь каждым моментом. В последний день своего отдыха они решили прогуляться по рынку в небольшом городке, где остановились. Там царила живая атмосфера, продавцы громко звали покупателей, а вокруг витали ароматы специй и свежих фруктов. Внезапно их внимание привлек маленький 3-летний мальчик, сидящий на земле рядом с мусорными контейнерами. Его глаза были полны печали, а одежда изношенной и грязной. Он выглядел потерянным и одиноким. Сердца Стаса и Виктории наполнились жалостью. Они поинтересовались у продавцов на рынке, что случилось с мальчиком, и узнали, что его зовут Роберт. Он живет на улице, у него нет родителей. Стас и Виктория были потрясены его историей. После долгих обсуждений они приняли решение усыновить его. Это было непростое решение, но они чувствовали, что должны помочь этому малышу. Процедура усыновления оказалась сложной и требовала много времени. Они потратили около 2 месяцев, преодолевая бюрократические преграды, проходя медицинские обследования и собирая документы. В конце концов, после множества визитов в государственные учреждения и общения с социальными работниками, они стали приемными родителями Роберта. Это был счастливый и волнующий момент для всей семьи. Они привезли его в Москву, и Роберт впервые увидел снег и высокие дома, которые казались ему настоящими замками. Сначала ему было трудно адаптироваться к новой жизни. Он не понимал русского языка и испытывал страх перед незнакомыми людьми и обстановкой. Однако Стас и Виктория окружили его заботой и вниманием. Они начали учить его русскому языку, используя простые слова и фразы, а также показывая ему картинки и игрушки. Роберт быстро освоил основы и вскоре начал говорить на русском. К 7 годам он уже свободно говорил на русском языке и пошел в 1 класс. Это был новый этап в его жизни. В школе он быстро завел друзей, которые помогали ему адаптироваться. Его учителя отмечали, как быстро он учится, и поддерживали его в трудные моменты. Роберт был полон энтузиазма и стремления к знаниям. В этом году Роберту исполнилось 18 лет, он заканчивает школу. Он стал уверенным и целеустремленным молодым человеком. Его мечта — поступить в медицинский колледж. Он хочет стать врачом, чтобы помогать другим, так как когда-то его спасли от одиночества и бедности. Он часто вспоминает о своей жизни в Африке и о том, как важно заботиться о других. Роберт очень благодарен своим приемным родителям за то, что они подарили ему шанс на счастливую и беззаботную жизнь. Их любовь и поддержка стали для него опорой. Он понимает, что у него есть возможность изменить свою судьбу и сделать мир лучше. В свои 18 лет он полон надежд и мечтаний, готов к новым вызовам и возможностям, которые ждут впереди. Эта история о любви, сострадании и надежде напоминает нам о том, что иногда самые неожиданные решения могут привести к самым прекрасным результатам.